Аномалия – это модификация на платформу Зов Чернобыля, на которую недавно вышло глобальное обновление. Оно затронуло многие аспекты игры, такие как измененную графику, геймплей, звуки, оружейную часть и, что самое главное для любителей модов, обновленный сюжет. В данном видео будет показан, как выйти на все главные сюжетные линии, как открыть новые группировки, которых нет при старте новой игры, и что они дают в сюжетном плане. Внимание, в видео будут спойлеры. И что же оно за выжигатель такой? Правду о нем говорят? Или брешут? При старте новой игры мы имеем возможность выбрать группировку, которой будет принадлежать наш персонаж. На выбор представлено 9 фракций. Это одиночки, бандиты, чистое небо, долг, свобода, наемники, военные, ученые и монолит. За 6 из этих группировок можно пройти 4 главных сюжетных линий, за исключением указанных. Они имеют следующие названия: Живая легенда, Смертный грех, Операция после свечения и Пустые границы, которые являются новой сюжетной линией, добавленной в последнем обновлении. За монолит пройти эти сюжетные линии невозможно, так как по ходу прохождения нам нужно будет уничтожить большую часть членов данной группировки. Однако для монолита, как и любой другой фракции, есть сюжеты группировок, где нам дают задания по типу: уничтожить мутантов, найти КПК или документы, найти оружие и все в этом духе. Они сделаны в большей степени для того, чтобы было не скучно играть во фриплее. Приятно порадовало, что, играя за монолит, можно сотрудничать с грешниками. Стоит отметить, что сюжета тайной зоны в аномалии нет. Когда выбрали группировку, рекомендую выбрать местом спавна персонажа базу для текущей фракции, чтобы быстрее можно было выйти на сюжет. Далее необходимо поговорить с лидером группировки. Для одиночек это Сидорович, хоть он и торговец. Чистое небо, холод. Для долга это Воронин, но вначале нужно поговорить с Петренко. У свободы это Лукаш, у наемников Душман и у ученых Сахаров. Именно у них можно будет начать сюжет «Живая легенда». Сюжет «Живая легенда» расскажет нам о Стрелке и о его новой группе. Первое, что нам нужно сделать, это добраться до болот. На севере есть пещера, где нам необходимо поговорить с болотным доктором. Он дает нам наводку, что Стрелка можно найти в подземельях Агропрома. В тайнике находим журнал Стрелка, из которого узнаем, что он намеревается проверить север зоны, но при этом собирается зайти в бар. Двигаемся на восток. Бармен рассказывает, что Стрелок со своей новой группой двинули через барьер, а нам нужно двигать на Янтарь. Заказываем все шлему Сахару, ждем пару дней и забираем его. Идем на армейские склады. Здесь нам необходимо найти Цербера, который попросит нас помочь отбиться от группы монолитовцев и расскажет о том, что Стрелок со своей новой группой ушли через барьер. Далее нам необходимо отключить выжигатель мозгов. Отключаем. Путь на север зоны теперь открыт. Далее двигаем на Затон. Здесь Борода расскажет нам, что один из членов группы Стрелка все еще на Скадовске. Зовут его Бродяга. Бродяга попросит найти для него галс-пушку в железном лесу. Находим ее вот тут. Отдаем Бродяге. Далее вместе с ним нам нужно добраться до путепровода. Там уничтожаем всех монолитовцев, которых встретим. Приходим в прачечную, где Стрелок просит нас найти секретные документы в лаборатории X8. Документы можно найти вот тут. Возвращаемся, отдаем. Далее нужно будет поработать на Бродягу и Шва. Первый дает задание на убийство псевдогиганта. Проблем с этим возникнуть не должно. Второй же попросит медикаменты. Тут уж как повезет. В любом случае через проводника можно добраться до Юпитера и купить там необходимые медикаменты. Сдаем оба эти задания. Отчитываемся Стрелку о нашей готовности, после чего нам нужно будет собрать команду и уничтожить отряд монолитов в Припяти, после чего двигаем до К-Энергетик, где нам необходимо убить Фантома с помощью найденной же нами гаусс-пушки. По каким-то причинам обычные пули его не берут. Вот Стрелок и решил с нашей помощью разделаться со старым врагом. Убиваем Фантома. Забираем у него артефакт – монолит. Довольно неплохая вещь для защиты организма при прогулке по аномалиям.
Стрелок же вновь отказывается нам что-либо рассказать и говорит, что мы сами все увидим, если пойдем с ним на ЧС. Далее нужно добраться до бункера управления Монолитом. Рекомендую проходить саркофаг и бункер управления Монолитом в одиночку. Иди ко мне. В комнате перед выходом на ЧС-2 находим осколок Монолита. Отдаем его Стрелку, после чего он и вправду отвечает на все наши вопросы, а также дает флешку, на которой содержатся все накопленные им знания о зоне, копии документов из лабораторий, чертежи и так далее. Далее эту флешку нужно передать Сидоровичу. В награду мы получаем грозу и 30 000 рублей. На этом сюжет «Живая легенда» завершен. Следующая история поведает нам о группировке Грех и о ее планах. После завершения сюжета «Живая легенда» у Сидоровича появляется новый диалог. В деревне новичков начал появляться неизвестный сталкер, который читает разные проповеди и набирает сталкеров из разных кланов в свою группировку. Докладываем о том, что узнали Сидоровичу. Он же говорит, что группу неизвестных наблюдали в Рыжем лесу. Следующая точка — лесник. Дед говорит, что к северу от восточной шахты все еще можно найти этих сталкеров. Отправляемся туда и уничтожаем их. У одного из убитых находим КПК, из которого узнаем, что грешники собирались проверить западные шахты. Двигаем туда. По приходу находим тела грешников, а также нашего знакомого Шва. Узнаем, что именно его искали грешники в Рыжем лесу. Он говорит, что они намного опаснее Монолита, и для того, чтобы их остановить, нужен его декодер. Найти его можно на кладбище техники, но для этого нужен ресивер. Выставляем требуемую частоту. И находим декодер в данном автобусе. Отдаем декодер Шву, после чего возвращаемся к Сидоровичу. Отдаем ему КПК командира грешников. Сидорович говорит, что грешников нужно уничтожить. Тут же отправляет нас к вагончику, дабы отбить нападение греха. Вернувшись, узнаем от Сидоровича, что грешники были замечены на янтаре и радаре. И тут нам предоставляется выбор: либо идти на янтарь, либо на радар. Разницы никакой, идем на радар. Убиваем всех грешников. Далее в Лиманске нужно встретить бродягу. Он говорит нам, что грешники и Монолит объединились и дает нам задание на зачистку города. Рекомендую выполнять это задание в одиночку, а отряд ветеранов, который организовал бродяга, лучше оставить на прежнем месте. Зачищаем весь Лиманск, идем обратно к бродяге. Он, конечно же, доволен проделанной работой и говорит, что они поймали языка, предлагает нам его допросить, что мы и делаем. Парень еще совсем зеленый. Он говорит, что грешники готовят нападение на все группировки зоны. Отчитываемся бродяги, после чего он отправляет нас проверить точку, где пропал разведотряд. Там находим чуть ли живого командира. Из последних сил он докладывает, что выронил КПК, и на них натравили мутантов. Уничтожаем последних, забираем КПК, отдаем его бродяге, после чего все вместе идем зачищать стройплощадку, чтобы открыть путь в госпиталь. Выполняем. Говорим с бродягой. Идем дальше. Уничтожив всех госпиталей, встречаем Чернобога. Из разговора понимаем, что грешники хотят сделать зону на всей планете, после чего он исчезает. А нам нужно идти на ЧС-2. Убиваем всех грешников в отмеченных точках. И теперь пора идти на генераторы. Получаем вот такое сообщение. Двигаемся к заброшенной лаборатории. Встречаем там Шва. Он говорит, что стрелок спустился в лабораторию, и нам нужно отвлечь врага, чтобы у него был шанс отключить генераторы. Двигаем всей командой и зачищаем вход в варлап. По завершению перед нами возникает Чернобог. Он не очень рад той новости, что стрелок отключил генераторы, и говорит нам, что собирается идти к Монолиту и с его помощью сделать весь мир одной большой зоной. После чего снова исчезает. Идем в бункер управления Монолитом. Там окончательно уничтожаем Чернобога и двух его подручных. Подбираем его записи. И тут перед нами встает выбор: использовать Монолит или нет, дабы завершить план Чернобога по превращению планеты во всю зону. Однако, подойдя к Монолиту, мы увидим все те же самые желания. Задание на этом будет завершено, но чтобы открыть третью сюжетную линию, я решил использовать первый вариант. Разговариваем со Швом. Он говорит, что они с бродягой пойдут обратно к Стрелку. Нам же вновь нужно идти к Сидоровичу и обрадовать его. По возвращению мы узнаем, что Сидорович уже в курсе всех дел. Он говорит, что нами интересовался какой-то сталкер, и на данный момент он в деревне новичков. Найдя его, мы понимаем, что это именно он был тем языком из Лиманска. Псоглав говорит, что он ничего не помнит. Бродяга его отпустил, и он решил податься в одиночке. На этом и завершается сюжет «Смертный грех».
Через какое-то время Сидорыч отправляет нам сообщение, где говорит, что засекли неизвестные радиопереговоры. Поговорив с ним, он дает нам рацию и задание на перехват радиопередачи в железном лесу на Затоне. Идем на Затон, убиваем всех Поттеров. Подходим к вертолету и ждем. Определяем точку, откуда исходят сигналы. И далее по карте двигаем к Дегтяреву. Сходу он говорит, что ему нужна наша помощь по уничтожению противника в виде членов иностранной группировки в лесничестве. Даем добро. Уничтожаем всех, кого видим. Говорим с Дегтяревым. Он говорит, что вскоре подойдет основная группа. Дожидаемся их, уничтожаем. Дегтярев говорит, что у одного из них должен быть КПК. Находим его и сдаем. В свою очередь он говорит, что ООН создал разведгруппу ИИГ. Якобы они хотят узнать все тайны зоны и придать их огласке, что не очень радует Дегтярева и его командование. Получаем обещанную награду и идем отчитываться Сидоровичу. Сидорович, как обычно, доволен и за проделанный путь и работу дает нам 4000 рублей. Дальше можно немного отдохнуть. Проснувшись и немного отойдя от деревни новичков, мы получаем сообщение от Дегтярева, где он просит нас подойти на Янов. Находим его там же, где в оригинале был Флинт. Первое, что нужно сделать, это отдать посылку одному из его друзей, которого преследуют ИИГшники. Находим, отдаем. Идем обратно к Дегтяреву. Дальше нужно забрать флешку двойного агента. Приходим, говорим что-то вроде пароля и получаем флешку. Отдаем ее полковнику. Он говорит, что ИГ прямо сейчас прочесывает завод Юпитер на наличие различных секретных документов и что надо бы потихоньку убрать агентов. Соглашаемся. Уничтожаем каждого, кого видим. В свою очередь Дегтярев просит найти нас документы. Возможно, СБУ что-то не смогло найти. Когда по словам полковника прочесывал завод. Находим документы, отдаем их. Получаем от него данные, что в Припяти был замечен стрелок и что у него проблемы с монолитом. Спешим к нему на помощь. Уничтожаем всех, кого видим. Монолит, грешники и ИГ, после чего сопровождаем стрелка в прачечную. Он благодарит нас и просит найти его друзей, бродягу и шва. Первого можно найти в детском саду. Он попал под влияние алтаря Монолита и просит, чтобы мы принесли ему таблетки для пси-защиты. Отдаем таблетки, сопровождаем его до прачечной и получаем награду. Для более легкого их нахождения рекомендую приобрести КПК модели 3.1. Он позволяет видеть отряды сталкеров в карте вашего ПДА. Шва можно найти возле памятника, неподалеку от кинотеатра Прометей. Помогаем ему отбиться от зомби. Провожаем в прачечную и получаем награду. Докладываем о выполненной работе стрелку. В свою очередь, он предлагает присоединиться к его команде. Говорим, что подумаем над этим. А на выходе из прачечной получаем сообщение от Дегтярева. Он говорит стрелку, чтобы тот и его команда сложили оружие и медленно подошли к ним. Стрелок же понимает, что у Дегтярева приказ, согласно которому информация о зоне не должна проникнуть за ее пределы. Бежим к полковнику, в надежде узнать, что тут происходит. Он говорит, что Стрелок слишком много знает о зоне и хочет задержать его, чтобы тот не попал в руки ИИГ. Уговариваем его найти мирное решение. Бежим обратно в прачечную. Рассказываем обо всем Стрелку. И тут у нас на выбор два варианта действий. Первое – это уничтожить команду Дегтярева, что по сути является не очень хорошим решением. Второе – предлагаем Стрелку скрыться в зоне, в надежде, что он никому не расскажет о секретах зоны, и никто его не поймает. Запомните этот момент, потому что он будет фигурировать в 4-й сюжетной линии. Выбираем второй вариант. Двигаем к полковнику. Тут же получаем сообщение от неизвестных и понимаем, что настроены они недружественно. Уничтожаем всех противников. Дегтярев благодарит нас за помощь в уничтожении отряда ИИГ, а также позволяет Стрелку уйти. Возвращаемся в прачечную. Стрелок благодарен нам и говорит, что ему нужно идти. Быть может, наши дороги еще пересекутся, да только зона знает, когда это будет. После этого он уходит, а мы видим титры. Здесь очень важно выйти в главное меню. Делаем любое сохранение, после чего загружаем его. И можем свободно продолжить играть во фриплее. В противном случае игра бы просто вылетела. А так можно обойти эту проблему. На этом 3-ю сюжетную линию можно считать завершенной. Но есть еще один сюжет. После прохождения предыдущих 3 сюжетных линий мы получаем ачивку коллаборационист, которая открывает возможность поиграть за группировку ИИГ.
Но, к сожалению, нужно начинать новую игру. Выбираем группировку ИИГ. Ставим все необходимые параметры под себя. Не забываем выбрать темную лощину. И начинаем новую игру. Появляемся мы на лесопилке, где нам в первую очередь необходимо поговорить с майором Эрнандесом. Он дает нам задание сходить к Душману, лидеру наемников в мертвом городе, чтобы забрать у него информацию и разведданные. Также от майора узнаем ряд сведений о группировке ИИГ, после чего двигаем в мертвый город. Приходим к Душману, говорим ему код, он вручает нам данные, а также наводку на то, что на него можно поработать. Опять же, задания будут носить фриплейный характер. Через некоторое время мы получаем сообщение от майора. Он говорит, что организовал новый лагерь на Юпитере, и нам как можно скорее нужно отнести ему информацию от Душмана. Идем на Юпитер. Отдаем ранее полученные данные. Майор же говорит, что нам нужно проверить территорию завода Юпитер на наличие различных документов. Уничтожаем всех военных, которых встретим. Документы подбираем там же, где и в сюжетной линии операции после свечения. Передаем их майору и узнаем, что это была схема путепровода Припять-1. Майор принимает решение идти в подземелье с целью нахождения еще каких-либо документов, а также чтобы разбить новый полевой лагерь. Уничтожаем всех мутантов подземелья. Подбираем документы. Идем к майору. Он говорит, что найденные документы очень важны для ООН и позволят инициировать полномасштабное расследование событий в зоне. Но нужны еще документы. Поэтому он вручает нам пси-шлем. И задание – найти еще документы в других лабораториях зоны. Забираем документы в лаборатории X8, X10 под радаром, X16 на янтаре, в подземельях Агропрома, а также из лаборатории X18 в Темной долине. Документы лежат там же, где и в оригинальных тенях Чернобыля. Снова отдаем документы майору, после чего он говорит, что в зоне есть сталкер, который знает больше других о ее секретах. Это Стрелок. Нам необходимо будет найти его, помочь разобраться с СБУ и по возможности склонить к сотрудничеству. Отправляемся в Восточную Припять. И там наблюдаем события, которые были показаны в концовке прошлой сюжетной линии. Ликвидируем всех военных и Дегтярева. Идем к Стрелку, говорим, кто мы и что нам нужно, предлагаем ему решить его проблемы и даем ему обещание, что расследование событий зоны будет носить международный характер, никаких больше гостайн, секретов, тайных миссий агентам СБУ и так далее. А следовательно, Стрелка оставят в покое. Он соглашается с нами сотрудничать. Взамен просит сопроводить его в Рожелез. Выполняем. И тут перед нами возникает выбор: либо отдать флешку с данными Стрелка майору, либо совершить дезертирство и стать одиночкой, где наш главный герой, подобно Стрелку, считает, что секреты зоны не должны покидать ее границы. Далее начинается фриплей. При выборе первого варианта Стрелок вручает нам флешку, которую в последующем мы отдаем майору. Тот заявляет нам, что операция успешно завершена и пора покидать зону. На этом сюжетная линия завершается и начинается фриплей. Кстати, по ходу прохождения сюжета за ИИГ мы не получаем никаких наград, а также снаряжения. Однако, в какой-то момент мы получаем сюжетный тайник на Юпитере. Казалось бы, вот-вот получим хорошее снаряжение, уникальную пушку или что-нибудь крутое, так как все-таки мы работаем на ООН, являемся спецагентами при поддержке Соединенных Штатов Америки. Ну вот что я нашел в тайнике. Наверное, просто другие агенты забрали все самое лучшее. Или тайник делал Сидорович. Что же до ренегатов и грешников, то тут для игрока открыт полный фриплей. Большинство группировок будет к вам враждебны, а единственными нашими союзниками будут бандиты для ренегатов и монолит для грешников. Сюжетов как таковых для этих группировок нет, однако есть поручения у лидеров. Для ренегатов нужно поговорить с Султаном, а для грешников со Стребогом. Теперь вы узнали, какие сюжеты есть модификации аномалии. А теперь пришло время подвести итоги. В прошлом видео мы выбирали, какая модификация является лучшей – ДТР или аномалия. Битва была тяжелой. Благодарен каждому, кто принял участие в голосовании. Первое место получает модификация ДТР. Но не стоит забывать, что каждый проект по-своему хорош, и мы благодарны разработчикам за их труд и их идеи. Пожелаем им успехов. А тебе, выживший, я благодарен за просмотр данного ролика. Спасибо каждому, что вы со мной. Удачной ходки тебе, сталкер.